Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео. И его тогда смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами продолжаем или начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 25 декабря, киевское время, 19 часов. Ну, не могу этого не сказать. Всем, кто празднует Рождество з 24 на 25, Христос народився, славимо Його. Так что поздравить с Рождеством Христовым. Ну, а мы возвращаемся к реалиям нашей войны, к ужасным реалиям нашей войны. И у тех, кто совершает такие военные преступления, как это произошло позавчера в Херсоне, скорее всего, Бога в душе нету. Херсон. На сегодняшний день 10 человек погибших, 68 раненых. Огневой налет пришелся, артиллерийский удар пришелся прямо по центру города. Снаряды угодили возле торговых рядов и попали в рынок. То есть накануне выходные дни, утро, рынок, куча народу. И они ударили прямо по центру города. Это артиллерийский удар. Он не может прилететь как шальной снаряд, не туда попали. Нет. Орудие надо навести, данные для стрельбы надо подготовить, рассчитать по координатам и нанести артиллерийский удар. Так что это умышленное военное преступление, еще одно, которое совершила Российская Федерация в ходе этой войны. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных и авиационных ударов. Также нанесено более 90 огневых ударов реактивными системами залпового огня. В частности, по гражданским объектам в Херсоне, то, что я сказал, в результате которых погибли мирные жители. Вот такое количество жертв в Херсоне на сегодняшний день. Причем артиллерийские удары, они наиболее точные. Вот. Харьков обстреливали реактивными системами. Там в основном реактивными системами. Артиллерия очень непродолжительное время работала по Харькову. А здесь именно артиллерии ударили по центру Херсона. Противник концентрирует свои усилия на ведении наступательных действий в районах Лимана, Бахмута, Авдеевки, не прекращает попытки улучшить тактическое положение на Купянском направлении. То есть вот эта огневая дуга, как я ее называю, она продолжает гореть. Ситуация там очень сложная. Слава Богу, за прошедшие сутки никаких больших изменений на линии фронта не произошло. Но об этом по направлениям сейчас все разберем. Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Лиман-1, Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовка, Червонопоповка в Луганской области, Яковлевка, Солидар, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Красногоровка, Марьинка в Донецкой области. На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенно не изменилась. Враг сохраняет военное присутствие на нашей границе. Обстреливалась на Северском направлении Сумская область в прошедшие сутки. На Слобожанском направлении обстреливались населенные пункты Харьковской области. Но на Волынском и Полесском формирование наступательных группировок противника не выявлено. Хотя движение войск в небольших количествах до роты, да, мы наблюдаем перемещение войск как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Ну, в основном это движение между местами дислокации и полигонами, на которых они проводят учения и свои занятия с войсками. На Купянском, Лиманском направлениях обстрелы, позиционные бои. Противник на Купянском пытался улучшить тактическое положение, успеха не имел, понес потери, отошел на исходные рубежи. Ну а вот в Бахмуте очень тяжело. Идут позиционные бои. Удалось несколько отбить врага на окраине
Извините, это особенности перевода, на окраине опытно. Так, так переводит Google. На окраине опытного удалось отбить врага. Несколько переоценено продвижение врага в юго-западном направлении Курдюмовки. Их успехи намного скромнее, чем они заявляли в своих пабликах. Есть незначительное продвижение, но оно действительно очень незначительное. Враг продолжает атаковать Клещеевку и ставит своей целью ее захват. Но пока никакого успеха в продвижении в направлении Клещеевки противник не имеет. На Авдеевском направлении войска Российской Федерации заявляют тоже об успехах в Марьинке. Но даже судя по тем видео, которые распространяют российские военные из самой Марьинки, они либо стреляют по своим, либо они не имеют никакого успеха. И центр города они не контролируют. Потому что центр города постоянно поливается российской артиллерией. Кстати, за прошедшие сутки опять было замечено применение зажигательных боеприпасов именно вот по центральным районам Марьинки. В очередной раз противник пытается штурмовать Первомайское, Невельское и Красногоровку. Это та Красногоровка, которая возле Авдеевки. Там очень часто повторяются названия населенных пунктов. Поэтому есть указ, указывают или ссылаются на тот населенный пункт или на тот район, где находится этот населенный пункт. Результат отрицательный. Противник безуспешно пытался продвигаться в направлении этих населенных пунктов, понес потери и откатился назад. На направлении Новопавловском и Запорожском идут позиционные бои. Здесь на Новопавловском направлении самые ожесточенные бои идут в районе Угледара. Там самые большие обмены артиллерийскими ударами. В остальном активность боевых действий не такая высокая, как на других направлениях. Бои позиционные, в основном перестрелки, ну и обмен артиллерийскими ударами. Херсонское направление. Тут тоже без изменений. Противник продолжает обстреливать правый берег на всю глубину досягаемости своей артиллерии. Очень тяжело бороться. Ну, там вот вопрос даже задавали вы, почему мы не реагируем. Мы реагируем, но просто артиллерию поймать на огневых позициях очень сложно. Очень. Ну вот представьте, 4-6 выстрелов в минуту — это хорошо подготовленный расчет артиллерии на буксируемой гаубице. До 8 выстрелов в минуту может давать гаубицам МСТ-С самоходная с полуавтоматом заряжания. И теперь представьте, выезжает артиллерийский взвод, 3 орудия, и они дают по 4 снаряда беглым по цели. 12 снарядов. Все, свернулись и уехали. Время пребывания на огневой позиции до 5, максимум 7 минут. Да, радары засекут. Да, у нас есть координаты. Но надо иметь батарею готовую к открытию огня, чтобы она за 2 минуты, как неплановая цель, есть такой норматив в артиллерии по открытию огня по неплановой цели, там начинается от 2 до 3 минут. Надо иметь батарею, которая будет стоять на позициях, готовая для открытия огня, и она достанет по этой огневой позиции. Понимаете, это получается, что нам надо постоянно держать выстроенную в линию артиллерию, которая в готовности к открытию огня. Мы этого не можем, потому что они начнут гасить нашу артиллерию. К сожалению, это война, поэтому не можем мы подавить все огневые точки, которые ведут огонь, в том числе и по гражданским объектам, таким как этот обстрел центра Херсона. Поэтому там продолжается. И, к величайшему сожалению, есть жертвы среди мирного населения.
Российские оккупанты продолжают усиливать режимные и административные меры на временно оккупированных территориях. Особенно это в Запорожской области. Особенно это на севере захваченных территорий, в прифронтовой зоне. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час с 28 декабря по 4 января 2023 года. Круглосуточный комендантский час. То есть передвижение без специальных пропусков не разрешается. Тотальная проверка документов, тотальная проверка машин, телефонов и всего-всего остального. Очень они боятся, что вооруженные силы Украины могут предпринять попытку контрнаступления на запорожском направлении. Насколько это реально, сказать очень трудно. Мы об этом с вами не раз говорили. Пока что зреет, где-то что-то зреет в глубинах нашего генерального штаба, как сказал генерал Залужный, наш главнокомандующий. Сотрудникам экстренной службы выдают специальные пропуска, вот то, что я говорил, в Запорожской области. А другим местным жителям запрещено покидать свои дома и передвигаться по населенному пункту. За прошедшие сутки наша авиация нанесла 4 удара по районам, где были сосредоточены враги. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и техники противника, зенитно-ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов. Хочу обратить внимание по носителям ракет «Калибр». В Черном море 4 носителя ракет «Калибр», общий залп которых может составить 24 ракеты. Это 2 подводных лодки и 2 надводных корабля. Почему не даю полную цифру? Полная цифра говорит о том, что в Черном и Средиземном морях находится там такое-то количество носителей ракет «Калибр». И общий залп может составить 100 ракет. Объясняю, почему не учитываю Средиземное море. Дело в том, что для того, чтобы сделать оттуда пуск, надо, чтобы ракеты пролетели через воздушное пространство Турции. Я думаю, что Турция ни при каких обстоятельствах не разрешит Российской Федерации делать, чтобы российские ракеты летели через ее территорию. Вы знаете, что Турция даже не пропускает эти корабли в акваторию Черного моря, потому что они не являются, военно-морские базы Российской Федерации в Черном море не являются их портами приписки. Да, они на основании этого не пропускают эти корабли. Так что я не думаю, что есть смысл там говорить, что 100 ракет, залп может составить 100 ракет. Он не может составить 100 ракет. Вряд ли Российская Федерация, это, не знаю, 1%, наверное, из миллиона, что Российская Федерация рискнет делать пуски ракет через турецкое воздушное пространство. Они, кстати, Сирию с Каспия обстреливали через Иран. Летели российские калибры через Иран, когда они там, помните, было, по-моему, в 2018 году, они пустили 16 калибров, но 4 где-то пропало там в горах Ирана, то есть не было еще гарантии, что они долетят, а 12 ракет достигли своей цели и вроде бы там что-то поразили на территории Сирийской Арабской Республики. Поэтому я не даю их в сводке, даем то, что реально может выйти в море и дать залп по Украине. А это акватория Черного моря. В Азовском море носителей нету калибров, они не держат. На Каспии тоже сейчас носителей ракет «Калибр» нету. Туда вернулся один корвет, который пострадал в результате удара беспилотников. Но он пускать ракеты не может. Поэтому 4 носителя, залп может составить 24 ракеты. А все остальное это воздушное базирование. Мы знаем, да, вот сегодня утром дважды была, в первой половине дня была тревога практически по всей Украине из-за того, что в Белоруссии в Мачулинцах взлетали МиГ-31К. Самолеты переоборудованы под ракетный комплекс «Кинжал», якобы гиперзвуковой. Но мы не знаем, есть ли ракеты на этих самолетах или нет, но тревогу тем не менее объявляли.
Вот такие вот военные новости на сегодняшний день сложились на всех оперативных направлениях от Харькова до Херсона. И мы с вами переходим к разделу военно-политических новостей. Завтра, в понедельник, вторник, будет саммит стран СНГ. Россия же никак не может успокоиться. Все, они какие-то, то саммит ОДКБ, то саммит азиатских стран. И Россия там тоже себя причисляет к ним. То теперь вот саммит СНГ, он будет проходить в Санкт-Петербурге. Вот. И Лукашенко опять летит. Он сейчас полетел в Москву. Сегодня он там в Москве встречался с представителями Роскосмоса, непонятно зачем. Вроде бы как они там подписали договор о каком-то сотрудничестве. У Российской Федерации там модуль надо отстыковывать от Международной космической станции, потому что он перегревается, у него кондиционер накрылся, они не знают, как вентилировать и как охлаждать этот модуль. Вот. А там 9 человек на минуточку толкается в этом модуле. Вот. Но тут они решили с Белоруссией посотрудничать в космической сфере. Ну что ж. А завтра Лукашенко опять будет встречаться с Путиным, но уже на полях саммита СНГ. Мы предполагаем, наша разведка предполагает, что тема встречи может быть одна и та же. Ну, для Лукашенко, во всяком случае. Путин будет продолжать его уговаривать максимально помочь и предоставить всю необходимую техническую базу для организации второй попытки вторгнуться в Украину. Вот. Хотя при этом на сегодняшний день вот ситуация, сейчас идет очень большой вброс о том, что в ночь с 25 на 26 декабря, то есть вот в эту предстоящую ночь, в эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Так когда-то пелось в одной известной советской песне. Так вот, усиленно распространяется слух различными средствами массовой информации и пабликами, соцсетями, что в эту ночь якобы могут двинуть войска из Беларуси. Нашел специально заявление генерала Буданова, вы знаете, наш главный разведчик. Российские войска в Беларуси не готовы к повторному наступлению, но вероятность нельзя не учитывать, говорит генерал Буданов. Он говорит, что войска на границе не выстроены в штурмовые порядки. Ну, я поправлю немножко, позволю себе поправить немножко, в предбоевые порядки не выстроены они. То есть не стоят они готовы для начала движения, вторжения в нашу страну. А из мобилизованных учебных лагерей отправляют воевать на Донбасс. Также для проведения атаки на полигонах не хватает бронетехники. Помните, мы обсуждали, какие эшелоны, какие колонны куда прошли. Я вам сказал, что это не больше роты. И это очень похоже, вот те танки, которые там перемещались, те там минометы, это больше похоже на учебно-боевую группу. Такая есть в войсках, есть в каждом подразделении, есть боевые машины, а есть учебно-боевые машины. На учебно-боевые машины выделяется больше моторесурса, и на них проходит обучение личный состав. Экипажи, там, операторы, наводчики, командиры, механики и так далее. Так вот, это учебно-боевая группа, на которой учатся все. Ее очень мало. Ее не хватает. И для того, чтобы посадить всех на броню и завтра двинуть, или точнее сегодня ночью двинуть в Украину, нет, даже при всем желании, если только в пешем порядке они решат вдруг выступить ночью и попытаться вторгнуться на нашу территорию. Это важно понимать, так как российские войска сейчас вбрасывают в наше инфополе информацию о том, что якобы будет новое вторжение со стороны Белоруссии. Это вот я все цитирую генерала Буданова. В ночь с 25 на 26 декабря. Россия лишь создает видимость подготовки к вторжению из Республики Беларусь, чтобы отвлечь вооруженные силы от подготовки к наступлению на других направлениях. Ну, этого и следовало как бы ожидать. Ну, опять же, возвращаемся к тому, что уже очень давно с территории Белоруссии ни ракеты, ни российские войска не вторгаются
ни в воздушное наше пространство, ни в наземное пространство. Так что вот такая вот ситуация на сегодняшний день на украинско-белорусской границе. Но вот в Германии, на Министерстве обороны считают, что вероятность нового наступления России, вероятно, начнется не ранее апреля 2023 года. Видите, если генерал Залужный говорит, что мы можем в худшем варианте можем получить конец января, февраль, март, вот 3 месяца он назвал, ну практически 2 он назвал, конец января это февраль, давайте так, февраль-март, это говорит наш главком, возможна вероятность того, что Россия соберет в кучу вот эти там, ну уже как бы не соберет 200 тысяч, потому что они их разметали по всему фронту, что-то сосредоточено на Донбассе, что-то в Запорожской области, что-то в Белгородской готовится, на севере Крыма частично и на юге в Севастополе, там на базе бригады морской пехоты готовят они тоже там. То есть они их раскидали, вот эти свои 240 тысяч, которые отмобилизовали по разным частям, по разным местам. И собрать их в кучу, ну я думаю, что будет очень проблематично. Разве что они сейчас будут набирать, но тогда это будут просто неподготовленные люди, которых соберут в кучу, а у них мобилизация продолжается. Продолжается она, необъявленная мобилизация идет полным ходом. Военкомы продолжают грести в разных регионах, разное количество, но тем не менее продолжают грести. Так вот, немецкие средства массовой информации со ссылкой на Министерство обороны Германии говорят, что внутренний документ показывает, что в Берлине имеют четкое представление о том, как Россия будет действовать в Украине в новом году. Возможны 2 сценария. Опять же, это немецкие, это данные немецкого Министерства обороны. Вторжение России на подконтрольную Украине часть Донбасса. При этом варианте Путин рассчитывает на помощь Лукашенко, что якобы белорусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор во время реального наступления Российской Федерации. И второй вариант, это белорусская армия примет участие в войне. Это маловероятный сценарий, даже немцы об этом говорят. Обратите внимание. Тогда Путин хотел бы завоевать всю Украину. Белорусские войска пошли бы в наступление на Киев, а россияне на Донбасс. Также оккупанты могли бы нанести удар и по западу Украины. Для этого сценария необходима российская всеобщая мобилизация. Вот если Россия сейчас объявит всеобщую мобилизацию, завтра начнет собирать людей, разносить повестки, ну, я не думаю, что к апрелю они будут готовы. Нет. Во-первых, у них не хватит, во-первых, это надо будет собирать такую армию, как минимум полгода, то есть до лета. Потом ее надо будет готовить. И самое главное, чем ее вооружить. На сегодняшний день Российской Федерации для того, чтобы снять с хранения необходимое количество тяжелой техники, старой советской, обращаю внимание, потому что новой уже практически не осталось, отремонтировать ее, привести ее в технически исправное состояние, потом посадить на эту технику вот этих мобилизованных, обучить их работе на этой технике. И тогда это будет, это можем мы говорить об этом сценарии, я так думаю, не раньше конца 2023 года. Я не думаю, что наши вооруженные силы будут стоять и ждать, пока они наконец-то соберут это войско куда-то в кучу в каком-то месте. Мы будем действовать. И действуем мы неплохо, и об этом свидетельствует Институт изучения войны американский. И он пишет, что из-за тяжелых потерь ЧВК Вагнера темп наступления российских войск под Бахмутом снизился. Россияне хотят тактическую или оперативную паузу. Институт посчитал, что в ноябре и декабре вооруженные силы Российской Федерации совершили меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем месяцем. Российским войскам, вероятно, будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций, и они могут попытаться инициировать паузу на поле боя. Но это то, о чем мы постоянно с вами говорим, что России нужна передышка.
Кстати, появилось очень много видео и фотодоказательств того, что даже зэки уже поняли, что надо быстро сдаваться в плен. Хочешь жить — сдавайся в плен. Почему? Потому что они боятся своих заградотрядов или своей службы безопасности больше, чем наших военнослужащих. И количество желающих или сдающихся в плен, оно потихонечку начинает расти. И в районе Бахмута, и в том числе среди заключенных, которые принимают участие в этих боях. Так что, а темпы по сравнению с октябрем, да, действительно падают. Несмотря на то, что там такая, ну, будем говорить, мясорубка идет капитальная. Они атакуют практически постоянно, но количество атак по сравнению с октябрем месяцем уменьшилось. И вот еще одно. Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилась в последние дни. Хотя еще слишком рано судить о том, достигло ли кульминации российское наступление с целью захвата Бахмута. То есть, опять же, Институт изучения войны американский считает, что они уже не то, что они вышли на плато. То есть, больший или более мощный напор, наступательный напор они создать не могут. Все, даже если они построятся все вместе в один строй и просто пойдут как в 19 веке шеренгами и рядами ровными в наступление строевым шагом, все равно уже увеличить наступательный натиск, наступательный потенциал они не могут. Дальше пойдет только снижение. О чем и пишет Американский институт изучения войны. Российские блогеры признали, что украинским силам в районе Бахмута удалось немного замедлить темпы наступления российских войск. И в самом Бахмуте и окружающих его населенных пунктах. При этом они утверждали, что украинские силы отбросили часть группы Вагнера на позиции, которые они занимали несколько дней назад. Источники в украинских социальных сетях ранее утверждали, что украинские силы полностью вытеснили российские войска с восточной окраины Бахмута примерно 21 декабря. Ну а на сегодняшний день пока что ситуация говорит, что они есть на окраинах Бахмута, там идут бои, но тем не менее факт количества атак начинает снижаться, и факт темпов наступления по сравнению, допустим, с октябрем месяцем текущего года значительно снизился в районе Бахмута. Ну а теперь на Дальний Восток. Китай. Китайские власти не хотят выбирать между своими друзьями Украиной и Россией. Так заявил посол Китая в Европейском Союзе Фу Конг. Он подчеркнул, что вторжение России в Украину поставило Китай в очень сложное положение выбора. Но тут же Фу Конг заявил, что США получают выгоду из этого конфликта, потому что предоставляет оружие Украине и работают на энергетический кризис в Европе. Так сказал посол Китая в Европейском Союзе. Но я вам скажу, что, наверное, именно в ответ на то, что США, в ответ на эти обвинения, которые высказал китайский посол в Европейском Союзе, Китай решил увеличить, я так понимаю, помощь Российской Федерации. И за последнюю неделю воздушный мост между Китаем и Российской Федерацией резко нарастил объемы перевозок. За последнюю неделю более 50 самолетов было совершено, более 50 самолета-рейсов. В основном это самолеты Русланы, Ан-124 Руслан и Ил-76. Вот такие вот вот такой вот ответ типа Китая на вот этот сложный выбор между Украиной и Россией. Китай, я так понимаю, выбирает все-таки Россию и начинает ей потихоньку помогать. Почему? Потому что США, как говорит Китай, помогает Украине оружием и работает на энергетический кризис в
в Европе. Ну, кстати, это заявление, это попытка, на мой взгляд, вбить клин между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Вот. Видите, Китай иногда все-таки показывает, хоть из-под тишка, но коготки свои показывает. США признают, что страна за месяц может произвести столько артиллерийских снарядов калибра 150 мм, сколько украинские войска тратили за 2 дня. Это пишет Вашингтон-Пост. По словам командующей сухопутными войсками Соединенных Штатов Америки Кристин Вормут, в настоящее время оборонная промышленность Соединенных Штатов может произвести за месяц около 14 тысяч снарядов калибра 155 мм. Неназванный военный источник, в свою очередь, обратил внимание, что такое количество снарядов украинские военные выпускают за 2 дня. В связи с этим планируется увеличить производство снарядов. Смотрите, вопрос тут, кстати, не только Соединенные Штаты резко решили увеличить количество снарядов. Дело в том, что тоже немного, на мой взгляд, неправильно подается информация. Дело в том, порядок. Есть такое понятие, как эшелонирование боеприпасов. Когда выпускается пушка, любая пушка, гаубица, самоходка, танк, миномет, автомат, пистолет, все, что стреляет, ракетный комплекс, соответственно, для него начинают производить боеприпасы. И эти боеприпасы складируются. Вот, например, в Советском Союзе после Второй мировой войны эшелонирование боеприпасов могло доходить до 20 боевых комплектов на один артиллерийский ствол. И они распределялись, там 2 БК это войсковой запас, 3 БК это дивизионный запас, там до 5-7 армейский корпусной, или до 10 окружной и до 20 стратегический запас боекомплектов. Поэтому сказать сегодня, что если завод остановится, завтра кончатся боеприпасы, нет. Там склады забиты этими боеприпасами. Просто те боеприпасы, которые расходуются, принято сразу же пополнять. То есть вот это количество боеприпасов, его посчитали в Министерстве обороны или в Генеральном штабе, там, у них в Пентагоне, посчитали это количество боеприпасов, и они считают, что для развертывания вооруженных сил Соединенных Штатов и ведения там каких-либо там военных операций, им нужен вот такой запас боеприпасов. Он лежит. Если его начинают расходовать, особенно такими темпами, как сейчас, они нам дают там по 180 тысяч снарядов, то надо что делать? Надо его срочно пополнять. Поэтому завод включили, он работает. Кстати, немцы, сегодня будем об этом говорить, немцы тоже после 3-го отказа Швейцарии в поставке боеприпасов для пусковых установок Гепард тут же включили свой завод на полную катушку, начали производить боеприпасы для Бундесвера. И они решили, что лучше положить на склад лишний снаряд, чем потом бегать вот так с протянутой рукой и получать отказы от кого? От тех стран, с которыми они совместно эти боеприпасы разрабатывали. Но завод оказался на территории Швейцарии, у швейцарцев в руках. И они взяли и отказали немцам в поставках этих боеприпасов. Мотивируя это тем, что эти боеприпасы могут попасть в Украину, потому как гепарды были переданы нам, и мы ими ведем боевые действия. Вот вам и друзья-товарищи, что называется. Ну и еще одна новость на Пасашок сегодня, тоже она связана с Ираном. С поставками вооружений. Мы знаем, да, что Российская Федерация закупила, об этом говорит наша разведка, закупила 1700 дронов камикадзе различных типов, в основном Шахед-136, это основной дрон. Также там есть Араш-1, Араш-2, Шахед-131 и Маджахед, по-моему, еще есть там тоже такой дрон, вроде бы как должен входить в эту партию. Стоимость одного дрона, опять же по данным нашей разведки, где-то порядка $7000 Соединенных Штатов, производство одного дрона. Так вот, стало известно, что на что обменяли. Российская Федерация отдает все 24 оставшихся у нее самолета Су-35
То есть они готовы отдать последнее, только чтобы получить эти дроны. Тем более, что применение Су-35 оно сегодня уже практически сведено на нет, умножено на ноль в боевых действиях. Почему? Потому что залетать вглубь территории они не могут. Это истребитель-бомбардировщик. Он может выполнять там одну или вторую задачу. Они использовались в предпоследнем, по-моему, массированном налете. Су-35 нанес удар ракетой типа Х-59 по Одессе. Вот. Все, больше использования их практически нету. Они иногда еще используются на линии фронта, тоже в качестве носителей ракет класса воздух-земля и нанесения ударов по... Но это для России это невыгодное, дорогое удовольствие. И мы их хорошо сбиваем, эти сушки. Так вот, Россия в апреле были замечены иранские пилоты в Российской Федерации, которые проходили обучение на Су-35. И сегодня Россия передает готовит к передаче все 24 истребителя Су-35 в Иран. Стоимость этих истребителей оценивается в $2 миллиарда. Стоимость, естественно, 1700 дронов по $7000 не коррелируется никак стоимость одного и второго. Это говорит о том, что насколько Россия заинтересована в этих дронах. Понимая, что эти истребители ей сегодня погоду не сделают. Они готовы их отдать, только чтобы заполучить дроны и продолжать обстреливать территорию Украины. Своих таких дронов Россия, я напомню, не имеет. Аналогов нет. Вот здесь, кстати, российский любимый термин аналогов нет, можно применить к самой Российской Федерации. Аналогов в России таких ударных дронов не существует. Поэтому они готовы платить такую цену. Отдать все истребители для того, чтобы получить иранские дроны. По поводу ракет пока речь не идет. Иран пока, опять же по данным нашей разведки, Иран пока не готов передавать ракеты, особого желания не проявляет. Почему? Потому что Иран все-таки боится, что санкции могут быть ужесточены против них, если они передадут России баллистические ракеты. Вот такие вот военные и военно-политические новости сегодня произошли в Украине и вокруг нас. На этом мы первый раздел заканчиваем. Я, как обычно, делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно по традиции, ответом на вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Олег, вы говорили, что Запад имеет рычаги воздействия на Российскую Федерацию в виде таких санкций, от которых в экономике Российской Федерации случится коллапс. Что должно такое произойти, чтобы Запад ввел такие санкции, которые положат экономику Российской Федерации? Я думаю, что единственное, что могло бы сподвигнуть Запад на введение таких санкций, которые бы вызвали мгновенный обвал, допустим, финансовой системы России, это если все-таки Путин отдаст приказ на применение ядерного вооружения. Как только начнется обсуждение этой темы, Запад будет грозить этими санкциями. Как только, допустим, Путин скажет, все, готовим к применению ядерного оружия, эти санкции будут введены. И тогда в течение кратчайшего времени, может быть даже недели, естественно, все будет перекрыто. Что будет перекрыто? Например, Россию полностью отключат от SWIFT и заморозят ей выплаты за энергоносители, которые она сегодня поставляет в мире. Естественно, введут полное эмбарго на покупку российской нефти и газа. Кстати, газ не попал до сих пор в эмбарго. Нефть попала, но она же не попала, ограничена. 7 банков, я напомню, 7 банков имеют сегодня возможность по системе SWIFT осуществлять международные переводы. И Россия каждый день получает валюту за свои энергоносители.
Нефтяное эмбарго вступило в силу, но есть, как говорят, все равны, но есть страны, которые чуть-чуть равнее, например, Венгрия, она будет получать, и Чехия даже будет получать по контрактам, долгосрочным контрактам российскую нефть. Вот такое вот эмбарго, дырявенькое немножко. А я напомню, что уже 9-й пакет санкций там голосуется и уже проголосован, да, но газ до сих пор не попал. Российский газ до сих пор не попал в пакет санкций в качестве эмбарго на российский газ. Поэтому очень, очень много таких, там, продажа золота и так далее и тому подобное. Ну, поверьте, есть еще целый список санкций, если бы их ввели. Заморозка выплат. Это, допустим, вот эти выплаты, которые осуществляют страны, покупающие у Российской Федерации энергоносители, да, эти выплаты могут быть заморожены в международных банках, через которые эти выплаты осуществляются. Кстати, у Ирана там, по-моему, 20, если не больше, миллиардов долларов на сегодняшний день заморожено в качестве вот таких же выплат за иранскую нефть, которую они поставляли на момент введения санкций. Все, что было поставлено и не оплачено, все заморожено по сегодняшний день. И Иран очень надеется на эти деньги, чтобы их разморозить. Поэтому Иран и идет на все эти переговорные процессы, на сделки, там, ядерные сделки и прочее. Ну, сейчас уже все как бы расстроилось и опять вернулось на круги своя в плане противостояния. Олег Владимирович, ответьте, пожалуйста, на вопрос, почему демократические, большими буквами, кстати, написано слово демократические, европейцы, такие как Макрон, говорят о скорейшем перемирии с Путлером. Макрон не видит или не хочет видеть того, что синоним русского мира и Украина в Украине это смерть. До Макрон всегда, Франция всегда была, ну будем так говорить, Франция всегда была себе на уме. У них имперские амбиции не меньше, чем у Российской Федерации. И сама Франция сегодня стоит на пороге тоже огромного экономического кризиса. У них в экономике полная задница. Вот так, если мягко выразиться. Поэтому они поднимают пенсионный возраст. Поэтому они увеличивают налоги на топливо. А потом получают вот такие массовые протесты среди французов. Они поднимают цены. Поэтому Макрону ему глубоко наплевать. Вот я в общем так смотрю, он постоянно как-то держится в тени. Как только мы начинаем критиковать, что Франция там не помогает, он там раз батарейку нам в Цезаре подкидывает 6 штучек. И мы уже радостно говорим, забываем про то, что Франция нам... Вот сейчас системы ПВО немножко дали и добавили еще один дивизион Цезарей. Но опять же Макрон при первой возможности хватается за трубку телефона и пытается поговорить с Путиным. Он пытается его вразумить, чтобы достигнуть мира. Поверьте, если бы Путин согласился на какой-нибудь компромисс, Макрон бы сейчас нагибал бы нас к переговорам. Почему? Потому что ему нужен дешевый российский газ и дешевая российская нефть. Все остальное его волнует меньше всего. И он в общем коллективном зачете, знаете, когда коллективное мнение, он вроде как за, а когда персональное, то своя рубашка ближе к телу. Кстати, так этим грешат и некоторые еще другие европейские политики. Вот. Ну, пока не будем их называть. Вы спросили за Макрона, я вам сказал. Франция хочет мира с Россией. Они надеются на то, что они договорятся с Россией, заставят нас пойти на какой-то компромисс, как это было в Минске сделано. И таким образом получат дешевые российские энергоносители. И радостные будут вешать себе медаль на грудь, что они добились мира. Вот такая вот, к сожалению, там політика, на мой взгляд. Таке до вас питання. Чи використовуються зараз буссолі арт-розвідкою, чи її змінили онлайн-карти? Бо дирекційні вираховуються під час бойових дій, зараз важкувато. Бо дирекційні
ви забули написати слово кути. Бо дирекційні кути враховувати під час бойових дій зараз важкувато в такому темпі війни. Чи працюють поквадратно? Дякую за відповідь. Терпіння нам всім і разом до перемоги над москалями. Нет, ничто. Бусоль на сегодняшний день заменить не может ничто. Все дирекционные углы ориентирования орудий только по бусоле. Целеуказания только по бусоле. Это оказался, может быть, она когда-то станет электронной. Может быть. Но, опять же, но старая добрая бусоль для артиллерии сегодня это главный и незаменимый инструмент. И наши артиллеристы пользуются ей всегда и везде. И поверьте, успевают. В условиях войны успевает развернуть бусоль, сориентировать. Орудие заезжает на огневую, уже готовы дирекционные углы и начинается ориентирование самих орудий. Работает очень быстро. Электронные карты используются для подготовки данных, определения координат целей и подготовки данных для стрельбы. И фактически планшеты, наши электронные планшеты, они заменили прибор управления огнем. Раз вы знаете, что такое бусоль, значит вы знаете, что такое ПО-9М. Это такой алюминиевый планшет, который раскладывался из двух половинок, переносился в таком же алюминиевом ящике, вот, сложенный пополам. И на нем карандашиком аккуратненько наносились координаты огневой позиции, координаты командно-наблюдательного пункта, и с помощью линейки и построения графика вычисленных поправок определялись данные для стрельбы артиллерии. Сейчас это делается мгновенно, делается с помощью планшета. Привязка с помощью планшета, расчет данных для стрельбы с помощью планшета, определение топа данных по цели тоже с помощью планшета. Но ориентирование, поверьте, бусоль работает не покладая рук. Витаю, Украина, мы с Казахстана. Ну вот я постараюсь очень, это человек из Казахстана пишет, я постараюсь сохранить написание и воспроизвести, чтобы вы поняли, насколько он проникся и насколько он пытался показать то, что он знает українську мову. Я починав розумівати українською мову і трошки розмовляти. Мій теж з казахского роду. Такой вопрос. Очень приятно, что вот казах и пытается написать именно українською мовою. Можливо ли після перемоги України обучати наших військових в ваших войсковых училищах? Слава Украине! Вполне возможно. Если после нашей перемоги Украина и Казахстан заключат обоюдный договор о сотрудничестве в военной сфере, то почему бы и нет? Мы готовы обучать ваших офицеров, будущих офицеров в наших училищах. Я думаю, это будет абсолютно не проблема. Главное, чтобы у нас был договор о дружбе, о сотрудничестве, и в том числе и в военной сфере. Тогда я не вижу никаких препятствий для того, чтобы мы научили. Тем более, что с Казахстаном мы не ссорились, воевать не собираемся. Да мы вообще ни с кем не собирались воевать. Мы хотели жить и развиваться как демократическая цивилизованная страна, пока не пришли, как говорит один блогер российский, азиаты с раскосыми глазами, так он россиян называет. Мы азиаты с раскосыми глазами. И начали тут пытаться захватить нашу страну и поработить нашу нацию. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про тренди у світі озброєнь для сухопутних військ. Узагальнено, які в інновації вводяться, що відмирає. Дякую. Перемоги нам усім.
Скажу так, что идет массовый переход, инновация идет одна. Она, на мой взгляд, это главная инновация и главная тенденция войн будущего. Идет роботизация всех военных процессов. Начиная от сбора и обработки информации, вводятся целые системы RAP, заканчивая роботизацией самих видов вооружения. Везде вводится автоматика или полуавтоматика. Вот смотрите, допустим, гранатомет Инлау, да? Казалось бы, что можно там автоматизировать в гранатомете? У него в гранате уже сделали мозги. И этой гранате вставили мозги, которые определяют, где местоположение гранаты относительно цели. И когда граната находится над целью, вот эти мозги электронные у этой гранаты, они производят ее подрыв. Подрыв направленного действия. То есть это не РПГ-7В, которой надо точно попасть в бронеобъект. Если ты промахнулся, граната просто улетела дальше. И там в лучшем случае взорвалась, как осколочная, потому что она кумулятивно-осколочная. А в худшем случае она просто упала на землю, если взрыватель не ударился в какой-то твердый предмет, который вызовет детонацию самой гранаты. Понимаете, то есть Айнлау уже ты стреляешь не в сам объект, ты стреляешь в сторону объекта. И пролетая над объектом, он подрывается. Посмотрите гаубицы. Гаубицы, автоматы, командир и водитель. Никто не выходит из кабины. В районе заряжания загрузили боеукладку. У командира фактически перед ним компьютер. Водитель сидит, крутит баранку. Утрированно, конечно говоря. Водитель управляет гаубицей, приводит ее в походное боевое положение. Командир набирает координаты цели, и гаубица производит заданное количество выстрелов. Сама наводится, сама ориентируется. Вот тут уже бусоли никакой не надо. Вот то, что я в предыдущем вопросе про бусоль рассказывал, точнее, через один. Вот тут уже никакой бусоли не надо. Встроенный гироскоп, система навигации типа GPS, которая привязывает эту гаубицу. Вот вам тренды, мировые тренды. Беспилотный танк. Это мировой тренд, который будет дальше развиваться. Сюда подключается аэроразведка. И создаются системы, смотрите, создается система, когда у каждого солдата на груди будет камера. И эта камера будет распознавать предметы. И с помощью искусственного интеллекта солдат, идущий в атаку, или солдат, ведущий боевые действия, сам того не подозревая, его камера передает на центральный пункт данные, где эти данные собираются. А теперь представьте, 30 солдат, 30 камер. Да? Вы имеете полную, объемную картину поля боя. Вы и камеры, и искусственный интеллект, допустим, автоматически определяет, где какие цели противника, из каких видов оружия он ведет огонь. Естественно, она выбирает приоритеты. Естественно, есть связь с огневыми средствами. И эта же система автоматически дает команды на огневые средства для подавления огневых средств противника и поддержки своей пехоты. Вот вам мировой тренд. А такого, что там танки завтра нужны или не нужны, изжились, вот задавали вопросы, изжились танки в этой войне или нет, если есть только противотанковых средств. Нет, не изжили, они будут совершенствоваться. И все будет роботизироваться, и все будет переводиться в большинстве в виртуальное пространство. Операторы будут воевать за экранами мониторов. Вот такие вот основные тренды для... То, что нельзя вставить уже, модернизировать и вставить и мозги, старые системы, и артиллерийские, и ПВОшные, потому что они тоже входят в сухопутные войска, они будут отмирать, их будут снимать с вооружения, на место им будут приходить новые, фактически полуроботы или роботы, полные роботы, которые будут управляться автоматически и дистанционно. Вот такое, мне кажется, это армия будущего. И это не за горами. Что значит Стор М2 нельзя наступать?
А то не они вторгались с панцирями, торами, буками и прочими 24 февраля. Понятно, что Тор, если что, будет не в голове колонны, естественно. Но он в состоянии прикрывать колонны, расположение войск при вторжении, идя на некотором удалении или как бы в глубине строя. Ну, вы абсолютно правы. Я имел в виду, что Тор это не наступательное вооружение. Тор это системы ПВО. И да, в составе колонн шли. И Тор, кстати, в том числе предназначен. Вот как Бук предназначен был, создавался изначально для прикрытия бронированных колонн, танковых колонн. То Тор тоже прикрывает, в том числе и в движении колонны прикрывает. Но это не ударное вооружение. Это не наступательное вооружение. Оно защищает. Ну, точнее, оно, как говорят сами военнослужащие сил ПВО, они говорят, что мы не защищаем, мы прикрываем. Система ПВО предназначена для прикрытия войск, колонн, там, войск или мест расположения войск и так далее. Но это не... Вот когда будут накапливать танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, артиллерию, вот тогда мы будем говорить с вами о том, что да, готовится ударная группировка. Потому что мы знаем, что Россия, у них и доктрина наступательная, и они пытаются вести наступательную войну, в чем мы их уже практически обломали на сегодняшний день. И вот это наступательное вооружение. А когда прибывает система ПВО, это последнее, что должно прибыть для формирования этих группировок. Или первое для того, чтобы их там прикрывать, когда они будут формироваться на том или ином полигоне. Что они в принципе и делают. Посмотрим, что будет прибывать следующим. Добрый день, такой вопрос. Что будет, если в ходе гипотетической войны затонет атомный авианосец, к примеру, авианосец США? Что будет с радиоактивным фоном, если авианосец затонет в результате пробоины вне зоны реактора или в ходе прямого попадания в зону реактора? По идее, должно произойти огромное заражение радиоактивными веществами океана. Или на таких кораблях предусмотрена какая-то защита, которая спасает от заражения. Буду очень благодарен. Смотрите, во-первых, реактор защищен. Нельзя там, я не знаю, чем надо попасть. Почему вот Советский Союз делал ракету Х-22, которая несла там огромный ядерный заряд. И вот они ядерной ракетой хотели уничтожить атомный авианосец Соединенных Штатов. И эту ракету называли убийцей авианосцев. Поэтому ей точность особая была не нужна. Типа ядерный взрыв. Вот он, по мнению разработчиков, советских разработчиков, этот заряд, эта ракета должна была убить авианосец. Почему ее назвали убийца авианосцев? Но на практике этого никто не проверил. Скажу так, что на сегодняшний день средств огневого воздействия, которые бы могли преодолеть систему защиты авианосца, пока еще никто не придумал. Если бы это придумали, авианосцы, поверьте, бы уже канули бы в лету. Их бы никто не строил. И США не тратили бы миллиарды долларов, вот как они построили Джон Фиджеральд авианосец. И спустили его на воду, он стал в строй, по-моему, там в 2018 году его спустили на воду, в 2019 он прошел испытания ходовые и стал в строй военно-морских сил США. Вот. Никто еще не смог придумать вооружение, которое пробило бы систему защиты авианосца. Поэтому, ну а что касается, если его затопить, то не будет. Кстати, вот это мы поднимали этот вопрос, и я вам рассказывал, когда Россия начала пугать всех своими этими Посейдонами, что якобы там ракета на 10 тысяч километров с ядерным зарядом. А там дилемма, если ты хочешь эффект грязной бомбы, значит надо делать надводный взрыв. Или взрыв на водной поверхности. То есть так, чтобы она всплыла и врезалась в побережье и взорвалась, ну фактически, чтобы получился такой взрыв, практически взрыв на суше, в береговой линии. Тогда, да, тогда будет ядерный взрыв, тогда будет радиоактивное загрязнение, все как при обычном наземном ядерном взрыве или на водном. А вот если там она уходит в глубину,
как россияне говорили, и там она ударяется и взрывается, и якобы она должна вызвать цунами, ничего подобного. Вся радиация не выйдет на поверхность, понимаете? Радиация осядет, радиоактивные вещества осядут, и элементы осядут на морском дне, в конце концов. И большого распространения радиоактивного заражения не будет. На сегодняшний день, если мне не изменяет память, на сегодняшний день по всему мировому океану, на дне мирового океана, так правильно будет сказать, лежит около 50, даже более 50 ядерных боеприпасов в невзорвавшемся состоянии. Они лежат. И как они там себя чувствуют, очень тяжело определить. Почему? Потому что глубины большие, и на некоторые можно посмотреть с помощью там глубоководных аппаратов, а на некоторые даже посмотреть нельзя, потому что нет таких еще аппаратов, которые бы спускались на такие глубины. Ну не произошло же, наверняка они уже давно разрушились. Вспомните только советскую подводную лодку «Комсомолец». Она же лежит на дне Норвежского моря на глубине там более 2 километров с ракетами на борту, с ядерными боезарядами. Ну и никакого радиоактивного фона, ничего нет. Хотя уже давно металл, скорее всего, разрушился, и море вымывает потихонечку оттуда, в том числе и обогащенный уран, который был в ядре ядерного боезаряда. Так что нет, море, в этом плане море спасает от массового или от глобального распространения радиации как таковой, как поражающего фактора ядерного взрыва или последствий ядерного взрыва. Ну что ж, мы на этом вопросную часть тоже сегодня закончим. И у нас остается с вами обратная связь, третий раздел. Это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали. Итак, первое приветствие будет звучать следующим образом. Пишу з засніженої холодної Канади. У нас зараз мінус 27 градусів. Ого. Але у нас є світло і тепло в хатах. Не уявляю, як там наші хлопці в окопах, як там рідні українці без тепла та світла. Так хочеться, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Швидкої перемоги. Слава Україні. Дякую за інформацію. Да, нам самим тоже хочется. Ну что ж, мы все равно, мы держимся. Без света, без тепла держимся. Рождественские поздравления из Калгари, провинция Альберты, Канада. Храни Бог Украину и ее народ. Я украинка, муж канадец. Это Рождество будет особенное для нас. Будем праздновать с семьей, чудом выбравшейся из Мариуполя. Хотим поднять новым знакомым дух традиционным канадським Рождеством з індюшкою і витребеньками. Все буде Україна у новому році. Спасибо за такие теплые и добрые пожелания. Спасибо, Олег, за поздравления с Рождеством из Эстонии. Желаю вам лично и всем украинцам мира, а перед этим победы. Привет из Болгарии. С Рождеством, Украина. Ваша вера, стойкость и непреклонность поражает весь мир. Светлая память героям. Украина била, есть и будет. Ну, наверное, было, имеется в виду опечатка. Украина была, есть и будет. В канун Рождества желаю моей любимой Украине окончательной победы над чумой 21 века. Слава доблестным вооруженным силам Украины, спартанцам 21 века, с любовью из Тбилиси. Довольно редко из Тбилиси, из Грузии вообще. Спасибо вам. С Рождеством, Украина, с Рождеством вас, пане та панове і пан Олег. Слава Збройним силам України. Вітаємо з Казахстану. Ну тут уже чувствуется такой уверенная украинская мова. Олег, от всей души поздравляю вас и весь героический народ Украины с Рождеством. Всем нам мира, а клятым путлеровцам скорейшего Нюрнберга или концерта Кобзона. Слава Украине,
Канада с вами. Пламенный привет из дождливого Ванкувера. Ага, в Ванкувере дождь, видите, а в Калгари минус 27. Вот такой разнос погоды в Канаде на сегодняшний день, на Рождество. С Рождеством Христовым. Как принято видеть, как приятно видеть, что в глубинке Соединенных Штатов на вывеске о расписании праздничных мест в местной католической церкви огромными буквами написано «Glory to Ukraine». Слава Украине. И каждый день местные читают это и помнят об Украине. К слову, местным бабушкам очень импонировал лук, стиль одежды Зеленского во время выступления в Конгрессе. Говорят, excellent, превосходно. 2 дня с горящими глазами меня спрашивали, вы видели, вы слышали? Да, речь президента Зеленского действительно произвела, я бы сказал, наверное, фурор в Соединенных Штатах. Даже те, кто не понимал, теперь должны ответить сами себе на все вопросы относительно захватнической войны со стороны российской, роли и места Российской Федерации в этой кровопролитной захватнической войны против Украины. Мэри Крисмас, победы Украине, привет из Сент-Луиса, штат Миссури. Щасливого Різдва, радості та миру всім людям доброї волі. Щирі вітання з Литви, міста Шилуте. Пане Олеже, здоров'я і сил. Щиро дякую за повідомлення важливої інформації з України. Кожен день молимося за Україну, за вашу перемогу, за український народ. Ми з вашої історії країни і сім'ї, ми з нашої історії країни і сім'ї пережили, який злий ворог є москалі. Але цей ворог не безсмертний. Перемога буде за вами. З людьми світла. Вибачте за нові замовні помилки, але я тільки ще вчуся українському українській мові. Да, видите, кстати, самый популярный язык сегодня, точнее, самая популярная мова, самая востребованная по данным Гугла. Очень многие люди начали изучать українську мову. Це дуже приємно. Хайфа вітає, слава Україні та Збройним силам України. Слава Україні! На рахунок Угорщини. Орбан, прем'єр-міністр Угорщини з 2010 року, систематично руйнує демократичну та юридичну структуру. На мою думку, бере приклад з Московії. Корупція просто зашкалює. А ЄС це вже набридло. І тому вони відкрили 7 статтю проти Угорщини і затримують величезну кількість із бюджету ЄС, поки Угорщина не дасть гарантії, що гроші не будуть вкрадені та юридичні і демократичні установи не будуть в повній мірі відновлені. От якраз і вето Угорщини на рахунок допомоги для України це був інструментом тиску, аби їм ЄС надав взамін затримані кошти з бюджету. Наскільки я знаю, 2 дні тому підписали угоду, вже все ж таки Угорщина получить виділені 22 мільярда євро на для періоду 21-27 років. Так, 21-го, тому що так довго затримали. Як на мене, все рівно ці гроші вони вкрадуть. Там просто, якщо глибше заглянути, що Орбан творить, це маленька Московія. Ті ж методи, той же стиль комунікації і таке інше. Тільки от є зобов'язання як член ЄС, і тому не може все так робити, як у Московії. ЄС дуже правильно тисне на грошові теми. Надіюся, трішки освітила ситуацію. Все буде Україна, героям слава! Огромное спасибо за прояснение ситуации по Венгрии и ее внутренним. И вот еще по Венгрии одна. Венгры тупо забили на судебную систему. Вот им и обрезали финансирование. Хотели чистой бюрократии, они ее получили. Ну и
Вот такие сегодня приветствия, пожелания и комментарии прозвучали в этом видео. На этом я вас благодарю за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Огромное спасибо тем, кто помогает и спонсорам канала. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Также не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан, ставить лайки этому видео, если оно вам понравилось, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами продолжаем вірити Збройним силам України. Перемога за нами, слава Україні!